покажу вам 5 упражнений, которые моментально снимут защемление нерва в шейном отделе. Эти упражнения помогут вам избавиться от защемления нерва в шейном отделе. Выполняйте их каждый день, и вы увидите результат. Здравствуйте, друзья! Вы на канале Здоровый Рух. С вами я, специалист по физической реабилитации Анастасия. И тема сегодняшнего нашего видео в прямом слове будет скорая помощь для вашего шейного отдела. Я покажу вам 5 упражнений, которые моментально снимут защемление нерва в шейном отделе. Поехали! Причины защемления нерва в шее могут быть отек мягких тканей, а именно ваших мышц. Почему так зачастую происходит? Возможно, вы замечали за собой неправильную осанку с эффектом выталкивания головы вперед. Что в такой момент происходит с вашими мышцами? Когда голова уходит вперед, у нас расслабляются мышцы, длинные разгибатели, ременные мышцы головы, которые должны удерживать нашу голову ровно. И вся нагрузка автоматически переключается на мышцу, которая называется грудинно-ключично-сосцевидная. Сейчас вот на рисуночке вы ее увидите. Она, в свою очередь, выталкивает шею вперед, спазмируют основные артерии и вены, которые как раз снабжают нашу голову и, конечно же, защемляют нервы, и вы чувствуете дискомфорт в шейном отделе, головные боли, возможно, есть онемение в руки. И чтобы вернуть нашу шею в исходное положение, в конце я, конечно же, покажу упражнения. Какие еще могут быть причины дискомфорта в шее? Это спазм верхней трапеции. Вы тоже сейчас на рисуночке можете ее увидеть. Верхняя трапеция, ее функция приподнятия плечей вверх. Соответственно, если вы за собой в повседневной жизни замечаете осанку с округленными плечами и приподняты их немного выше к ушам, это говорит о том, что трапеция постоянно берет на себя нагрузку. А ее помощники, средняя и нижняя трапеция, которые раскрывают плечи и сводят лопатки к позвоночнику, не включаются в работу. И постоянная перегрузка верхней трапеции после сна в статике, когда мышцы не работают, на утро приносит вам, конечно же, дискомфорт. На нее упражнения я тоже вам покажу. А также, если у вас есть привычка спать на боку или на животе, или когда вы работаете за компьютером, подпирать себе голову, в таких позициях точно так же несимметрично работают ваши мышцы шеи и идет укорочение как грудинно-ключично-сосцевидной, так верхней трапеции, плюс еще и лестничных мышц. На сегодня все теории, перейдем к практике, и я на деле покажу, как расслабить все эти группы мышц. Поехали! Прежде чем начать делать упражнения или растяжку для мышцы, я рекомендую сначала проработать точечно фасцию мышцу, разогреть ее с помощью рук или, например, как у меня, теннисного мячика. То есть осуществить миофасциальный релиз. Как это будет выглядеть? Грудинно-ключично-сосцевидная мышца, вы можете посмотреть сейчас на рисуночке, крепится к ключице. Соответственно, мы руками, двумя пальцами нащупали ключицу и хорошо точечно промяли все мышцы, которые находятся здесь рядышком, а именно вот грудинно-ключично-сосцевидную, ее крепление, и хорошо пропальпировали, вот так промассировали. Также можно с помощью мячика точно так же точечно понадавливать. Можно просто руками мячиком, можно лечь в опору, например, в пол или опорах в стене, чтобы давление было посильнее, и хорошо размассировали ключицу. Затем мы немножечко повернули голову. У нас сразу ярко выраженная грудинно-ключично-сосцевидная мышца, вот она. И ее точно так же двумя руками мы хорошим выдохом прорабатываем, пропальпируем с помощью рук или точно так же с помощью мячика. Потом вернулись в исходное положение и точно так же ее проработали. Рекомендовано проработать мышцу как с одной, так и с другой стороны, даже если мышца спазмирована только, например, слева. Следующее упражнение. Мы с вами включим длинные разгибатели шеи. Те мышцы, которые ранее рассказывала, могут быть причиной выталкивания головы вперед. В этом мне понадобится резинка или, возможно, дома это может быть просто полотенце или даже пояс от халата. Укладываем резинку за голову,
оказываем сопротивление, руки ровно. И на выдохе мы толкаем голову назад в резинку. Не закидываем голову назад, мы просто ее толкаем, как будто прижимаем подбородок вовнутрь. Тогда мы с вами активируем длинные разгибатели и переключим нагрузку с грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Сделаем еще раз. С хорошим выдохом. Толкнули и вернулись в исходное положение. Второе упражнение будет направлено на расслабление верхней трапеции. Чтобы расслабить верхний пучок трапеции, нам нужно включить в работу средний и нижний пучок, который раскроет наш грудной отдел и расслабит вот этот эффект поднятия плечей вверх. Можно сделать у стены, для того, чтобы вы могли контролировать свое движение в грудном отделе руками. Прижимаемся хорошо ягодицами и лопатками к стене. Руки укладываем в позицию буквы «П». И на выдохе мы тянемся локтями вниз к бедрам, к вашей талии. И возвращаемся в исходное положение. Выдох. И возвращаемся в исходное положение. В этом упражнении вы почувствуете, как у вас опускаются вниз плечи. Есть такой небольшой эффект натяжения в шейном отделе. И, соответственно, мы включаем в работу среднюю трапецию, сводим лопатки к позвоночнику. Выполняем 15 повторений. Третье упражнение. Немножечко растянем наши грудные мышцы. Это может быть дверной проем или стена, как у меня. Укладываем кисть на стену, разворачиваем корпус прямо и растягиваем хорошо в этом положении бицепс руки и грудную мышцу. В этом положении поищите удобный угол натяжения, где вы чувствуете грудную мышцу. Это может быть угол немножечко повыше, кто-то здесь чувствует натяжение, или, возможно, увести руку назад, или немножечко вперед. Если в таком положении не чувствуете, попробуйте сделать лежа на животе с заворотом, соответственно, руки назад. Четвертое упражнение не только уберет боль в шее, но и поможет справиться вам с холкой, если она у вас есть. Упражнение простое. Берем одну руку, дотрагиваемся ручкой до одного плеча, до другого и возвращаемся в исходное положение. Выдох на каждое прикосновение. Выполняем такое упражнение одной рукой. Голова ровно, мы не закидываем ни вперед, ни назад. И точно так же выполняем и второй рукой. Дотронулись до одного плеча, другого и выровняли. До одного, другого и выровняли. И пятое упражнение самое приятное, потому что это растяжка. Мы разогрели все наши мышцы, проработали с помощью рук и с помощью мячика. И теперь они готовы для того, чтобы мы их немножечко потянули. Сначала растянем с вами трапецию. Мы наклоняем голову в сторону и выпрямляем в сторону руку. С выдохом тянемся ухом к плечу, а рукой надавливаем вниз. И вы почувствуете растяжение верхней трапеции. Обязательно исключаем покачивания всевозможные, толчки. Делаем растяжение на выдохе на 3 секунды и мягенько возвращаемся в исходное положение. Опять повторяем процедуру. И возвращаемся в исходное положение. Также можно немножечко усилить эффект растяжки. Второй рукой взять себя за запястье. И во время наклона мы тянем с помощью руки вниз ручку. Это выглядит вот так. И еще выдох. Тоже выполняем и на вторую руку, и на вторую сторону шеи. Не забывайте прислушиваться к своему телу. Протестируйте, какая именно мышца спазмировалась. И с помощью правильных упражнений и растяжки снимите с нее дискомфорт. Эти упражнения помогут вам избавиться от защемления нервов в шейном отделе. Выполняйте их каждый день, и вы увидите результат.
С вами была я, Анастасия. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить колокольчик, чтобы не пропускать полезные видео. Конечно же, подписывайтесь на мою страницу в Инстаграме. Там я с вами общаюсь более тесно. И спасибо, что были сегодня с нами. Всем пока!